Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же будет ваша личная жизнь дальше? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы такой, знаете, очень светлый, очень солнечный человек. Ну, добряк, я бы сказала. Помимо того, что снова у нас выпадает карта любви, да, вы человек, для которого очень важна именно любовь, отношения по любви, так сказать. Не какие-то временные одноразовые девочки. Вам именно важна семья, дети, вот серьезные отношения, именно чувства. Вы любитель помечтать, вы любитель, знаете, не только вот мечтать, но вы любите и четко идти к своей цели, вы очень целеустремленный, вы любите достигать чего-то, а потом радоваться от этих своих достижений. Женщина, которая была важна для вас, она сейчас не с вами. Она находится довольно далеко, и некоторые из вас также могут еще общаться с ней, несмотря на то, что вы уже не вместе, вы уже не пара. Причем расставание вот было довольно такое непростое, для вас очень было непростое. Скорее всего, здесь проигрывается любовный треугольник, здесь однозначно замешан другой мужчина. Причем даже, может быть, вы еще знаете этого мужчину. Либо же вы заставали, либо вам говорили, вот с кем она там чудила, шалила. Вы терпеть не можете скандалы. Вы как-то вот стараетесь по жизни острые углы так сглаживать, да? Но опять же, это до поры до времени. У вас такой характер, что вот вы можете долго терпеть, это все будет копиться, но в какой-то момент приходит конец вашему терпению, и все, и тогда берегитесь все. Но все равно вы ненавидите просто вот эти все конфликты, выяснение отношений. Особенно вот вы жили какой-то период в таких конфликтах, и это уже такой осадок у вас оставило, что вы ну просто на дух не выносите конфликтных женщин. Вы такой человек, который всегда руководствуется именно сердцем и душой. Это тоже у нас уже не один раз выпадало в раскладах, кто регулярно меня смотрит, мой канал. То есть вы не будете по выгоде продумывать что-то, хитрить, мудрить с женщинами, да? Вот вы всегда выбираете женщину именно сердцем. Чувства для вас важны, как я сказала. Вам не нужны какие-то женщины для развлечений на одну ночь. Именно вот только сердце, душа, любовь. Вы также может быть связаны, либо же это по работе с дорогами, перемещения довольно часто бывают, могут быть по работе, это, ну, может быть, за рулем, да, либо же это могут быть командировки, какие-то частые поездки. Так, далее. Ну, на данный момент я пока вот не вижу новых отношений у вас, хоть вы и ориентированы вот именно на любовь, вы ориентированы на новые отношения, вам этого не хватает. Да, вот было разрушение вашей семьи, вот оно. Причем разрушение это могло принести даже какие-то финансовые проблемы. Я так подозреваю, что как раз при разводе, либо же у вас, может быть, по суду отсудили много. Ну, то есть облапошили хорошо. Вот именно бывшая могла очень хорошо стараться, чтобы побольше денежек оттяпать у вас. Довольно тяжело вы переживали, довольно сложно, довольно непросто этот разрыв. Но уже на данный момент я не вижу тех острых эмоций, я не вижу таких прям безумных переживаний, которые еще, может быть, вот недавно были. Уже как-то немного вы оттаиваете, немного улеглись, что ли, вот эти все острые чувства, острые переживания.
Да, есть позитивный настрой, но еще не до конца. Это еще не тот настрой, который должен быть у человека, который, ну, после психотравмы, так скажем, пришел в себя. Потому что развод это реально, это очень сильная психотравма. Точно так, как вот похорон, точно вот и психотравма. Итак, что же будет в вашей жизни дальше? Я вам скажу, вниманием женщин вы не будете обделены абсолютно. Вы можете сами посмотреть. У вас, в принципе, будет всегда выбор и блондинки, и брюнетки на любой вкус. Другое дело, что у вас очень серьезный подход в выборе женщин. Вы не будете бросаться на первую попавшуюся. Вы не из тех, которые чисто чтобы пошалить будут снимать первую попавшуюся на ночь. Нет. А тем более вот после разрыва вы будете очень хорошо, ну как бы присматриваться что ли к женщинам. Причем для вас немаловажно, чтобы женщина была не только внешне хороша, но и как хозяйка, как она себя ведет, как она общается, как она держится. То есть, конечно же, вам понравится такая, ну, всесторонне развитая, что ли, женщина. Для вас очень важна даже, знаете, даже не внешность, хотя это тоже немаловажный фактор. Для вас больше важна, наверное, вот внутренняя наполненность женщины. Вот какая она есть как человек. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Что для вас прежде всего важно в женщинах. Ну, для того, чтобы начать новые отношения, так скажем. Вы ищете себе именно любимую женщину, да, вот у нас выпала и королева кубков, и императрица, да, то есть вам нужна хозяйка в дом. Вы будете выбирать среди женщин именно хозяйку, не девочку для развлечения, еще раз делаю акцент, хозяйка, которая много чего умеет, много чего знает, да, потому что женщиной должно быть хорошо не просто там в постели, да, а как бы в быту вы тоже общаетесь. И должно быть комфортно, гармонично и просто в общении. Для вас это довольно важно. Вы, кстати, когда вот в вашей жизни начнут появляться вот эти вот женщины, вернее, вы начнете их замечать больше. Вот вы начнете замечать, что вы реально начинаете оживать от своего состояния, вы начнете ну, активно знакомиться. Вам захочется делать какие-то вот, я не знаю, ну поступки совершать, да, вот кого-то завоевывать. Вот именно у вас потребность возникнет, вы это почувствуете. Вы будете активнее знакомиться, вы будете проявлять вообще вот эту мужскую активность завоевателя, которая есть у всех мужчин по природе. Просто у некоторых из вас она сейчас спит. Она спит, вот эта ваша активность завоевательская. Она спит просто потому, что, ну, не то состояние. Вот после развода еще не очень-то отошли. Вы будете такой, знаете, я не могу сказать, что вы будете прям мачо. Нет. Вы будете делать какие-то шаги, да. Кто-то в интернете начнет знакомиться, кто-то в жизни начнет знакомиться. Но я вам скажу, что вот поначалу у вас будет общение с разными женщинами. Не говорю, что это спать со всеми. Нет. Вот вы будете общаться с одной, там, с второй, с третьей. Да? Это будет какое-то сначала дружеское общение. Вот таким образом вы, ну так, слегонца будете прощупывать, кто чем дышит, кто на что ориентирован. Потому что можно, ну я думаю, вы прекрасно об этом знаете, можно с женщиной пообщаться и, в общем-то, читать между строк. Чем она дышит, какие у нее цели, да, вот даже вроде бы она ничего такого не говорит, но умный мужчина, а тем более, который уже обжегся в жизни, вы уловите всегда. Улавливается очень хорошо все между строк. Кто на что ориентирован, кому что надо, да, можно один, второй, третий раз повстречаться, просто там, я не знаю, в кафе посидеть за чашкой кофе. Просто пообщаться, и ты уже понимаешь, что вот это подходит мне женщина, а это, помимо того, что она там тупая, кривая, допустим, грубо говоря, она вообще ни по каким параметрам для серьезных отношений не подходит. То есть вот такой у вас будет подход, своего рода какой-то, ну, кастинг, что ли.
Но опять же, я еще раз повторяю, что это не значит, что вы не из тех мужчин, которые будут спать со всеми подряд. Вы будете вот именно так платонически сначала подходить, потому что вы уже обожглись. Так, что же будет дальше? Причем, знаете, может проигрываться такая ситуация, что вам будут какой-то период нравиться даже две женщины довольно сильно, что вы будете вот в тупике реально, вот кого выбрать, блондинку, брюнетку, обе хороши, обе вроде бы подходят. Даже какая-то вот влюбленность может быть, и это вас в ступор загонит, я вам скажу, ребят, потому что, ну вот реально, да, когда две женщины нравятся, кого выбрать. Вот у нас еще одна дама нарисовалась. Вы посмотрите, у вас там гарем в перспективе. У вас еще одна дама вот появляется, такая продуманная. Дама, которая живет неспешно, очень неторопливо. Она зарабатывает довольно неплохо деньги. Это женщина, которая умеет зарабатывать и умеет тратить. Это уже очень хорошее качество, она не транжирка. Поэтому смотрите, вот у вас будет и блондинка, и брюнетка, но опять же это будет выбор. Еще вот даже третья дама нарисовалась, но это такая более финансово, такая целеустремленная. Эта женщина не будет дома сидеть, она не будет домоседка борщи варить, она больше такая на зарабатывание. Она мне почему-то больше кажется вот бизнес-леди какая-то. Поэтому смотрите, у каждого будет проигрываться по-своему. Вот вам подсказка, вы должны чувствовать, вы должны будете слушать свою интуицию. То есть смотрите, у вас будут и знакомства. Можете даже не отчаиваться, не опускать руки. Я знаю, что некоторые из вас любят опускать руки, да, ставить на себе крест, ни в коем случае. Вы должны будете почувствовать вот именно сердцем и интуицией, с какой женщиной вам комфортнее всего. Именно интуиция вам и подскажет. Потому что, ну, довольно часто мы включаем просто мозги свои, и мы подавляем. Вот именно мозгами, своими мыслями мы подавляем свою интуицию. А потом, когда уже поздно, когда опомнишься, да, и думаешь, боже ж мой, я же чувствовал, что так будет. Почему же я не послушал, да? Поэтому слушайте, вот вам даже совет от Таро. У вас грядут абсолютно такие, знаете, крутые перемены в жизни, именно в личной жизни. Причем настолько вот как-то вот стабилизируется вообще ваша жизнь. Вот с приходом, когда вы уже выберете новую женщину, когда вы определитесь уже, с какой женщиной вы хотите быть, какое-то, знаете, облегчение, что ли, наступит в вашей жизни. Вообще вот, если сейчас, может быть, у кого-то там какая-то, знаете, состояние есть тревоги, переживания, когда есть неопределенность перед будущим, вот именно с приходом этой женщины у вас абсолютно поменяется даже какое-то вот внутреннее ощущение. Начнется, знаете, такой вот период спокойствия, период гармонии, период даже вот по финансам как-то вот устаканится, даже улучшится финансовое положение. Плюс, конечно же, вот у нас выпал дьявол. Вот с этой женщиной, которую вы выберете, у вас будут потрясающие интимные отношения. Причем будут такие вот довольно регулярные отношения. Я обычно называю такие отношения всегда и везде. Всегда готов, везде готов. И причем эта женщина, вот, которую вы выберете, именно полагаясь на свою интуицию, это человек вам по судьбе предназначен. Это судьбоносный такой вот выбор вы будете делать, да? Вы не ошибетесь в любом случае, потому что вот именно так, кто предназначен вам по судьбе, как раз она и станет вашей женой. У кого-то это будут, я не знаю, там может быть гражданский брак, кто-то захочет официальный брак заключить. То есть это будет очень такой осознанный выбор, да, вот ваш кастинг, так называемый, который вы будете проводить среди женщин,
вот вы все-таки, ну, ваш кастинг поможет вам выбрать ту единственную, неповторимую, которая вам нужна. Но опять же, слушайте свою интуицию. И да будет с вами счастье. Так что в личной жизни у вас будет все зашибись. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!